Но вот реально я не видел ни одного человека, у которого посаженные плотно помидоры, вот если плотно-плотно посаженные помидоры, они дали прям восхитительный урожай. Добрый день, друзья! Многие уже, конечно же, тысячи миллионов роликов сняли на тему посадки помидоров в 2 ствола. Что я хочу рассказать сегодня вам об этом? Я в этом году, в 2021 году, попробовал посадить так несколько сортов. Посмотреть, какой сорт, как отреагирует. Честно говорю, разницы вот в теплице моей при посадке в 2 ствола и в 1 ствол колоссальной по урожайности я не заметил. Вот 2 корня дают в итоге даже меньший урожай, чем посаженный в 1 корень. Самое, на мой взгляд, основное в этом вопросе то, что корни растений, в том числе помидор, они выделяют какие-то там вещества, которые подавляют конкуренцию. То есть более сильный сорт, конечно же, в данном случае просто у нас задавит менее сильный сорт, у которого выделение вот этих веществ будет просто больше, и все. А когда вы сажаете 2 разных сорта рядом, один будет чахлый, другой будет более-менее. Но они истратят много силы на борьбу. Соответственно, просто пойдет в рост вертикальный, для того, чтобы обогнать по солнцу. Плюс корни будут друг друга гнобить. Поэтому я считаю полностью, что посадка в 2 корня бесполезное занятие. Лучше эту рассаду или отдать кому-нибудь, либо вообще выкинуть. Что, на мой взгляд, принесет вам больше пользы, чем мучиться вот этими посадками в 2 ствола. Еще касательно помидор, да и огурцов тоже. Вот помидоры и огурцы не нужно уплотнять посадки. Чем плотнее вы сажаете, тем в итоге меньше урожай с площади вы получите. Недаром же агрономы пишут на пачках и торгаши, что схема посадки там 50 на 60. Соответственно, на метровую грядку не надо 3 штучки. Я пробовал в том году, вот на эту грядку я посадил, вот конкретно на эту грядку я посадил 3 рядка. Она у меня чуть больше метра, метр 10. Вот эта грядочка у меня поменьше, она 3 ряда сюда никак не вписывались. Поэтому я посадил сюда 3, сюда 2. Честно говорю, вот если привести на метр квадратный, даже визуально, с этой грядки я собрал больше, чем с этой. А корней здесь было в 1,5 раза больше. Поэтому бессмысленно садить в 2 корня, бессмысленно уплотнять посадку помидоров и огурцов. Не нужно вообще пытаться сажать, побольше посадил, побольше получил. Нет, это не верный выход. Это может быть побольше, имеется в виду 10 гектар посадил или 50 гектар посадил. Тогда это работает. А вот в огородном творчестве такой подход вот у меня не работает. Я начинал с 10 соток, закончил 1 соткой за 5 лет. А урожай я собираю больше. Как так? Да все просто. Просто нужно применять какие-то агротехнические приемы. У каждого они свои, в зависимости от региона, в зависимости от исходных почв и от тех культур, которые вы выращиваете. То есть подбираете под каждую культуру то, что она любит. Создаете ей идеальные условия. Вот касательно помидор, например. Чтобы получить урожай, не главное купить определенный сорт, там все, и вы гарантированно получите урожай. Нет. Если вы не будете за ним ухаживать, я в первый свой год, 3 года назад, пробовал леденец сладкую сосульку. 1 куст я ухаживал хорошо в открытом грунте, а другие просто посадил и забыл, они поросли травой. На них были помидоры, но это количество с тем кустом, которым я ухаживал, вот с 1 куста я собрал значительно больше, чем с 3 кустов, которые отдельно у меня росли. То есть я сделал вывод, что не нужно много сажать. То есть от 200 корней, которые посадил я первый год, во второй год я оставил чуть больше 120. При этом урожай я получил больше. А в этот год я уже посадил около 100 корней всего. И помидор было просто обожраться. Вот честно по-русски сказать, было обожраться помидор. Уплотнение посадки, падение урожая. Огурцы. Огурцы неудобно формировать, когда они растут плотно. И вот реально мы объелись, вот 2 огурца у меня росло в теплице, реально мы объелись этими 2 корнями. То есть то, что росло на улице, они переросли вот такие кабачки, никто их не жрал, потому что туда идти надо было
олень было. А здесь это они вот на входе росли у меня 2 кустика. И, соответственно, вот эти 2 кустика на выше крыши с головой. Я в следующем году планирую посадить сюда около 60 корней помидор и 3 корня огурца. Все. На перце уплотнение посадки на сладком и на остром не дает таких губительных результатов. Я думаю, связано это с тем, что корневая система перца меньше размером, и веществ таких подавляющих конкуренцию у них выделяется просто меньше. Самый интересный момент насчет перца. Перец мы уплотняем, после этого мы получаем вроде бы увеличение урожая, но мне не понравилось то, что его неудобно не подвязать, подлезть туда, когда плотно. То есть на метр ширины грядки я сажал 3-4 куста перца. С шагом, грубо говоря, 30 на 20 или 30 на 40. Они прекрасно плодоносили, но так как ты не видишь, что там происходит, ты не можешь не оборвать лист, не можешь контролировать, если там слизни собрать, а что вручную. То есть для слизней там было просто, как говорится, просто идеальное место. Влажно, тенек и все такое. Вот у нас в Подмосковье самая большая беда у помидор — это фитофтороз. Потому что приходит нежданно и накрывается медным тазом. Вся эта наша эпопея с помидорами в конкретно этом году. Если пришла фитофтора, все, уже хана. То есть конкретный куст точно уже погиб. Соответственно, если они у вас растут реже, то они проветриваются лучше. Конденсат не выпадает на лист. Обработать, убрать лишние листья, собрать урожай намного проще. У меня вот на этом ряду в том году было столько неконтролируемых потерь. Это когда я подвязывал, лазил на 3-й рядочек, там вот этот подвязать, эти гребаные помидоры. Вот когда я их лазил туда подвязать, у меня половина с 2 рядов вот это осыпалась. То есть ящиками просто собирал зеленые, когда еще они мне не нужны были совершенно. Поэтому вывод из этой ситуации только один. Не нужно уплотнять посадки помидор. Меньше посадишь, больше соберешь. И такой принцип в садоогородничестве мне больше всего нравится. Не нужно брать количеством посадок и площадью посадок, а нужно брать качеством ухода и получать максимум урожая с квадратного метра. То есть, как бы, когда вы мало посадите растюшек, они у вас будут лучше расти, понимаете, потому что у вас будет проще полить. Понимаете, 150 кустов полить или 60 кустов полить. Оборвать пасынки на 60 кустах. То есть вы их сможете в менее развитом состоянии обрывать. То есть растения затратят меньше сил на пасынки. Открою маленький секрет. Почему у меня сразу начали получаться помидоры, я так думаю. Только из-за того, что изначально я растил сад. Ну и продолжаю его растить до сих пор. И вот так как я ращу сад, то много читал литературы про деревья, смотрел всякие роликов, общался с людьми, смотрел, наблюдал за разными садами, пробовал обрезать, неважно. Но так как деревья растут медленно, то есть это 3-4 года до плодоношения в лучшем случае при нормальных деревьях, 3-4 года мне надо было чем-то заполнить. Вот я их заполнил посадкой помидор. И чем они мне понравились? Тем, что это то же самое. То есть я перенес на помидоры схему ухода за садом. То есть волчки-жировики убираем, получаем пасынки и всевозможные вот эти вот больные листья там и все такое. То есть когда убирать, как обрезать, что лучше делать. То есть это в принципе, конечно, это не помидор, это не дерево, но это лиана. Соответственно, все подходы, все визуализация такая же абсолютно. И практические подходы все те же самые, что и на деревьях. Как говорится, самый главный подход, сколько ты земле отдашь, столько она отдаст тебе. Поэтому ждать у моря погоды, это, конечно, можно где-то в черноземных краях, где палку воткнул, и все у вас выросло, ящиками собирай, на рынок неси. У нас в Подмосковье такого не бывает. Многие до сих пор уверены, что в Подмосковье нельзя вырастить нормальных помидор. В этом ролике объявляю анонс ролику следующему, который я собираюсь снимать. Еще непонятен мне сюжет. Я сюжеты не пишу на бумаге, я их придумываю в голове, как у меня сформулируется мысль, как бы я пошел, взял камеру и снимаю.
Итак, следующий сюжет я хочу снимать на тему вообще сортов, как, чего планировать, сколько нужно рассады, сколько нужно всего. Кстати, про рассаду. Я вот первый год я замучился, у меня была заставлена рассада, у меня было 200 корней помидор. И порядка, первый год я не пробовал перца, а второй год это было уже где-то 130 корней помидор. И корней под 100 перца у меня было заставлено все горизонтальные поверхности, где только можно. У меня дети мне помогли, слава богу, мои зайчики. Они половину перца ухерачили методом. Помочь папе решили. Короче, единственное, они меня спасли в том году, потому что иначе бы у меня просто не хватило ни на что времени, я вообще не получил никакого урожая. Ни в коем случае не уплотняйте посадки. Помидоры, огурцы не любят уплотнения. Перец можно, но тоже не советую, потому что обработать редкостоящие перцы легче, подвязать их проще, подкормить их лучше, и уход за ними будет вам проще. А урожай, ну сколько вам этого перца надо? Поддержите мой канал, поставьте лайк, подпишитесь, поставьте звоночек, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, пишите, понравилось ли видео или не понравилось, что нужно улучшить, что убрать, что было лишнее на ваш взгляд, что я не досказал по вашему мнению. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До свидания, хорошего вам урожая.